50 месяцев тюрьмы и 2 признанных эпизода перевозки женщин для проституции. Такой финал у человека, который когда-то задавал звуки 90-х и висел на постерах как король хип-хопа. Годы вокруг него ходили слухи, от торговли людьми до странных PDF-досье, которые сливали в сеть. Но всегда находился кто-то, кто говорил: да это просто хейт и зависть. Потом началось то, от чего уже не отмахнешься. Федеральные рейды, оружие, наркотики и сотни бутылок масла в домах. Видео из отеля, где он избил свою девушку, десятки свидетелей и часы записи закрытых вечеринок. Параллельно его мир посыпался, бренды вырезали его из рекламы, университет забрал почетную степень, музыка исчезла из плейлистов еще до окончательного приговора. Если честно, еще 5 лет назад казалось, что это человек, которого ничего не берет. Максимум отменят пару реклам и все стихнет. Это видео-айсберг про P. Diddy. Представь себе айсберг. Сверху красивые клипы, Грэмми, модный бренд и статус миллиардера. То, что видели все в СМИ и на Ютубе. Ниже под водой наркотики, оружие, огромные оргии, неожиданная связь с Джастином Бибером, избиение женщин. И это только безобидная часть того, что натворил этот мудила. Если у тебя неустойчивая психика, я не рекомендую тебе смотреть это видео до конца. В этом ролике мы спустимся от верхушки до самого дна и разберем, это история одного конченного извращенца или пример того, как вся индустрия 20 лет все видела и молчала. Йо, с вами Ковальский, а мы поехали. Верхушка айсберга — то, что видели все по клипам, обложкам и чартам. Здесь P. Diddy еще до обвинений федерального суда. Голодный продюсер, который с нуля создает себе империю и становится одним из лиц эпохи хип-хопа. В 1990 году 20-летний Комс приходит в Uptown Records, обычным стажером, без зарплаты, без статуса, просто мальчик на побегушках. Но уже через короткое время его ставят на работу с новыми артистами. И он из внутрилейблового ноунейма превращается в того, кто помогает им собирать новый звук. Жесткие хип-хоп биты плюс вокал в стиле соула. Именно на этом этапе рождается формула, которая потом станет визиткой 90-х, которую теперь называют хип-хоп соул. Почему это вообще было круто? Если окунуться чуть глубже в тот рэп, то мы можем увидеть такую картину. До начала 90-х рэп и R&B жили как две отдельные вселенные. Рэп — это жесткие биты, речитатив, политические уличные темы, например, Public Enemy. Или NWA. А вот R&B — это более гладкая и мелодичная музыка. Вокал, романтика, баллады звучало довольно аккуратно и попсово по сравнению с уличным рэпом. Как пример, Soul to Soul или Джанет Джексон. Комса пристроили продюсером к Мэри Джей Блейдж, и под его надзором она записывает дебютный альбом What The 411. Там они делают вещь, которую тогда почти никто не делал на таком уровне. Берут грубые хип-хоповые биты, а сверху накладывают сладенький R&B вокал. Ебать, какой то полурак, полухуй. Что я смотрю, блядь, ебать, что... Результат — то, что сейчас называют хип-хоп соул. По факту это первый мейнстримный фьюжн, где рэп и R&B не просто рэпер в куплете, а полноценный гибрид жанров. Уважаемые медиа-источники тогда напишут, что этот альбом и связка Мэри плюс Компс изобрели звук, который потом стал шаблоном для... В 1993 году его увольняют из Uptown, потому что основатель Uptown Андрей Хейл позже объяснял, что у него не может быть двух королей в одном замке. Паф уже вел себя как отдельный босс внутри компании, тянул одеяло на себя и был слишком неудобен для корпорации. После увольнения Шон запускает свой лейбл Bad Boy Entertainment. Это первая серьезная ставка. Теперь он не помощник чужой истории, а человек, который сам управляет артистами, деньгами и звуком Нью-Йорка. Ready to Die — альбом, который сделал P. Diddy игроком уровня А.
В 1994 году на лейбл Шона выходит дебютный альбом легендарного The Notorious B.I.G. Ready to Die. И это не просто успешный релиз, а точка, где восточное побережье возвращает себе внимание после доминирования West Coast с Доктором Dre и Snoop. Тогда они не понимали, но они вписали имя лейбла в историю. А тогда альбом уходит в платину, потом в мультиплатину. Его до сих пор ставят в списке лучших рэп-альбомов всех времен. А Биг же практически сразу становится лицом Нью-Йорка и возвращает первенство восточному побережью. Это не просто слова. В те годы рэп в Штатах делился, грубо говоря, на два лагеря – Восток и Запад. Запад — это Калифорния, Доктор Дре, Снуп, более плавный мелодичный звук с влиянием фанка и тяжелым басом. Восток — бум-бэп, жесткие барабаны, сэмплы, более сырой агрессивный звук. Традиционно ассоциируется с андеграундным подходом и батловой лирикой Нью-Йорка. Факт 4. No Way Out. Момент, когда Диди сам становится звездой. После оглушительного успеха Ready to Die P. Diddy все еще остается чуваком за спиной артиста. Продюсер, лейбл-босс. За несколько лет его лейбл Bad Boy обрастает хитами. И в какой-то момент Шон Джон Комс решает выйти из тени и сделать альбом под своим именем. В 1997 году выходит No Way Out от Puff Daddy and the Family. Альбом сразу дебютирует на первое место в Billboard 200. За первую неделю продает больше 500 000 копий и в итоге уходит в 7X Platinum. До сих пор это самый продаваемый альбом Диди. На нем тот самый It's All About the Benjamins, Can't Nobody Hold Me Down и мог не знать исполнителя, но 100% слышал эти треки. И, конечно, главный бенгер I'll Be Missing You с его невероятной историей, о которой я расскажу чуть позже. На Грэмми в 1998 году No Way Out берет награду за лучший рэп-альбом, а I'll Be Missing You за лучшее рэп-исполнение дуэта группы. Индустрия официально признает, что P. Diddy не только продюсер за кулисами, но и полноценный артист-фронтмен. Для слушателя это момент, когда чувак, который кричал свое имя в чужих треках, внезапно стало популярным. И я серьезно. Чувак просто влетал в интро и нашептывал, намямливал свои фирменные адлибы. I like it. Так он и становится лицом эпохи. Его голос, его клипы, его богатый образ жизни теперь везде. От MTV до рекламных кампаний. На фоне борьбы Востока и Запада, про которую я говорил ранее, в 1997 году Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie убивает в Лос-Анджелесе. И для Диди это не только потеря главного артиста, но и близкого друга. Ответ — тот самый трек Hit Tribute I'll Be Missing You с Faith Evans и 112. Трек дебютирует на первое место чарта, держится на вершине билбордов Hot 100. И 11 недель становится одним из самых долгоиграющих номер один в истории рэпа. По сути, это песня, под которой Америка переживает смерть Бигги, и в глазах массового слушателя Puff Daddy превращается в лицо этого траура, человека, который похороны перевел в гимн. В 1998 году Комс выходит за пределы музыки и запускает собственный бренд одежды Шон Джон. Это не мерч, а полноценная линейка мужского стиль люкса с акцентом, как одевается Диди. Бренд быстро вырастает до показов на Нью-Йоркской неделе моды. А в 2004 году Комс получает награду CFDA как лучший дизайнер мужской одежды года. Тот случай, когда хип-хоп артист официально ставят в один ряд с крупными домами моды. Шон Джон показывает индустрии, что рэпер может продавать не только треки, но и стиль. И после этого в моду массово лезут Rockawear, Wear, Easy и другие бренды от артистов. Водка, вечеринки и большие деньги. В 2007 году заключается партнерство с алкогольным гигантом Diageo и становится лицом водки. Ciroc получает долю с продаж. За несколько лет Ciroc из почти неизвестного бренда превращается в один из самых знаменитых премиальных водочных брендов США. Его ассоциируют с клубами, элитными вечеринками, образом жизни, как у Диди. Для него это еще один мощный денежный поток и закрепление образа не просто артиста, а бизнесмена, который умеет превращать имя в продукт. В 2013 году наш Шон разогнался по полной и запускает медиакомпанию Revolt, музыкальный канал и платформа, которая подается как черная медиа,
про музыку и культуру. Теперь он контролирует не только артистов, одежду и алкоголь, но и то, кого показывают в эфире, какие клипы, какие лица и какие темы попадают в дневной и ночной слот. К 2017 году Forbes называет Компса самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса с доходом около 130 миллионов долларов в год, а уже в начале 2020 года его состояние оценивают примерно в 1 миллиард. У него дома, яхты, доли в алкогольных брендах, собственная одежда, телеканал, классический образ человека империи, которого ставят в один ряд с миллиардерами из-за техно и финансового мира. Для зрителей это точка максимального успеха. Тот самый P. Diddy, который всегда про деньги и успех, реально превращается в миллиардера на обложках журналов. В марте 2024 года в эту идеальную картину впервые заходят федералы. Департамент of Homeland Security проводит рейды в домах Компса в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами. Агенты забирают технику, находят оружие, наркотики и примерно 1000 бутылок масла и лубриканта. Это уже не слухи и не тренды в Твиттере, а официальный сигнал, что за фасадом империи есть очень темная часть. История американского рэпа вроде истории Puff Daddy. Это целая вселенная. Чтобы в ней разбираться, мало читать новости. Нужно слышать, как говорят, ловить отсылки в треках и понимать сленг, на котором велись целые бифы. Часто это тот английский, которому не учат по учебникам. Именно для такого погружения и создан Puzzle Movies. Это платформа, где можно смотреть сотни сериалов и фильмов в оригинале с умными субтитрами. Еще можно кликнуть на любое незнакомое слово в плеере и сразу увидеть перевод и услышать произношение. Так вы прокачиваете не просто тестовый английский, а живой язык улиц, переговоров и хип-хопа, тот, на котором говорят настоящие персонажи. Смотрите контент, который вам интересен, и учитесь понимать нюансы, как настоящий инсайдер. А для зрителей нашего канала есть специальный промокод на экране. Он дает минус 20% на все тарифы Puzzle Movies. Начни чувствовать язык, а не просто учить его. Ссылка для регистрации в описании под видео. 16 сентября 2024 года Компса задерживают в аэропорту JFK. После того, как большое жюри выносит обвинения в рэкете, торговле людьми и перевозке женщин для проституции. Федеральный судья дважды отказывает ему в залоге, заявляя, что деньги, частный самолет и связи создают большие риски давления на свидетелей, и человек, который привык улетать из любого скандала, остается в федеральной тюрьме до суда. В мае 2025 года федеральный судья Нью-Йорка начинает отбор присяжных. Затем идут открытые слушания, которые длятся около 7 недель. Это уже не табличные заголовки, а официальный процесс. Прокуроры, свидетели, видеодоказательства, протоколы. Каждый эпизод его жизни превращается в пункт обвинения или строчку защиты. Его бывшая партнерша Кассандра Вентура подает гражданский иск, обвиняя Компса в многолетнем насилии, контроле и принуждении к участию в его вечеринках. Дело быстро закрывают крупным денежным соглашением, сумму которого СМИ оценивают в десятки миллионов. Но эффект уже не откатить. Против него выступает не аноним, а человек, который жил с ним рядом 10 лет. И попытка решить это деньгами выглядит как попытка купить молчание. На этом моменте для многих фанатов картинка просто жесткий, но гениальный продюсер дает первую серьезную трещину. Под псевдонимом Джейн в суде выступает одна из ключевых жертв. Она рассказывает, как Компс, по ее словам, вовлекал ее во фрик-оффсы через наркотики, финансовую зависимость и страх потерять все. Она говорила, что формально могла отказаться, но чувствовала, что ее карьера, деньги и безопасность полностью зависят от его настроения. Классическая ловушка, когда согласие на бумаге не имеет ничего общего с реальным выбором. В этот момент витрина империи официально сталкивается с тем, что скрывалось под водой. И дальше айсберг уходит в самые темные глубины. Под поверхностью скрывается годовая хронология скандалов, скрытых бизнес-структур и того, почему судья отказал отпустить Шона под залог. Давайте погружаться. Фрик-оффы. Что это вообще было такое? В документах суда и новостях фрик-оффы описываются как не просто вечеринки, а заранее спланированные секс-марафоны в дорогих отелях, которые Компс по версии обвинения устраивал как отдельный проект. Схема в человеческих словах такая. Он через помощников и охрану подбирал и свозил в отели своих девушек, коммерческих секс-работников, чаще всего мужских эскортов. Номера заранее бронировали на несколько дней, забивали их расходниками, наркотиками, детским маслом, лубрикантами, сменным бельем, иногда даже капельницами, чтобы люди могли прийти в себя после ночей на веществах. Под действием наркотиков женщин
по версии прокуратуры, заставляли заниматься сексом с приглашенными мужчинами. А сам Комс обычно наблюдал, мог мастурбировать, иногда подключался. Но главное, контролировал происходящее и часто все записывал на видео. Прокуроры называют это elaborate and produced sex performance. Грубо говоря, постановочное секс-шоу, которые могли длиться часами и днями, после которых участникам приходилось ставить капельницы из-за количества наркотиков и изматывающего секса. Важный момент. Многие жертвы, включая Кэсси, в показаниях говорили, что формально это выглядело как добровольная вечеринка. Но фактически они чувствовали страх и финансовую зависимость, и прямое давление, поэтому не могли просто сказать «нет». Именно фрик-офф стали сердцем обвинения по торговле людьми. Не один случай, а повторяющие потери, где секс, наркотики, деньги и власть склонны в одну систему. Диаджио и Де Леон. Первый пробой по деньгам. Диаджио — это огромная алкогольная корпорация, которая много лет делала из Диди короля дорогих вечеринок. Вместе с ним он раскручивал водку Кирос и люксовую текилу Де Леон, которые в клипах и рекламе всегда шли рядом с его образом жизни в белом костюме на яхте. В 2023 году Шон подал на Диаджио в суд за расизм. Компания в ответ объявила, что партнерство сломалось, перестала работать с ним как с лицом брендов. А после урегулирования спора в 2024 году полностью забрала Кирос и Де Леон под свой контроль. У него не осталось ни контракта, ни доли, только прошлые ролики и старый образ. Шантаж через видео. Эти фрик-оффс он не просто устраивал, но и записывал. В обвинении указано, что он снимал происходящее на видео и использовал чувствительные и унизительные записи как рычаг давления. Логика простая. Чем больше у него записей с человеком в измененном состоянии, тем проще удерживать его в страхе и тишине. Роль помощников и сотрудников. В документах указано, что все это был не один извращенец. Охранники, домашний персонал и владельцы заведений помогали в логистике. Кто-то бронировал номера, кто-то вез коммерческих секс-работников, кто-то занимался наличными и закупкой масел, лубрикантов и наркотикой. Это описание уже не одиночного поведения, а целой обслуживающей системы вокруг него. Подкуп охраны и всплывшее видео. В 2016 году в отеле, где он убивает Кассандру Вентуру, в ситуацию вмешивается охранник. По материалам дела Комс предлагает ему деньги за молчание. Тот отказывается, а запись с камер в итоге становится одним из ключевых визуальных доказательств и в медиа, и в суде. В мае 2024 года CNN показывает это видео целиком, и вся страна видит то, что раньше было только из слухов. Давление на жертв и свидетелей. После первых исков и публичных обвинений прокуратура заявляет, что Комс и его окружение пытались давить на жертв и свидетелей. Через звонки посредников убеждали молчать и предлагали выгодную ему версию событий. В материалах по залогу суд прямо ссылается на риск давления и возможные попытки подкупа, чтобы люди не шли в полицию и не ломали его линию защиты. Каз залоги. После ареста в сентябре 2024 года защита предлагает суду любые условия. Огромный залог, домашний арест, браслеты, частную охрану. Судья дважды отказывает, ссылаясь на его деньги, частный самолет и уже зафиксированные попытки влияния на свидетелей. По мнению суда, никакие условия не убирают риск давления и побега, поэтому всю подготовку к процессу он проводит уже не в особняке, а в федеральной тюрьме. К осени 2025 года против него подано более 70 гражданских исков, в которых описываются за несколько десятилетий, включая 2000-е, 2010-е годы, и случаи с несовершеннолетними. Адвокат Тони Басби заявляет, что его команда готовит до 120 новых исков. Факт 6. Потеря друзей и полный крах в индустрии. На фоне всех этих историй начинается социальный карантин. Многие артисты, продюсеры и партнеры, которые годами работали с Компсом, либо публично от него дистанцируются, либо тихо обрывают связи. Бренды выходят из совместных проектов, коллабы отменяются, и запускается то, что в индустрии называют reputational death spiral. Репутационная спираль смерти, которая каждый новый скандал ускоряет падение. А молчание коллег только подчеркивает изоляцию. В итоге публично за него до конца стоит только Канье Вест и небольшая группа самых преданных фанатов. А для большинства индустрия просто делает вид, что его больше не существует. Десятки исков, сотни эпизодов в документах и часы видео, которым присяжным пришлось смотреть кадр за кадром. И это только то, что всплыло после 2023 года.
Но главный вопрос остается тем же. Сколько еще всего осталось за кулисами все эти годы, пока индустрия предпочитала делать вид, что ничего не происходит? Давайте опускаться глубже. Во время суда было не только то, что происходило в зале, но и своя битва за картинку на улице. Пока присяжные слушали фрик-оффс и видели жесткие видео снаружи у суда в Нью-Йорке, стояли три группы людей. Журналисты, активисты против него и отдельный кордон в черных футболках с надписью «Free Diddy». Их называли в прямых эфирах, снимали в ТикТоке. И репортажи. Визуально это выглядело как народная поддержка, будто у Компса есть своя масса фанатов, которые готовы за него топить, пока система давит. На этом фоне появилась отдельная история. Журналисты и очевидцы рассказали, что некоторым людям прямо у суда предлагали $20 в час за то, чтобы надеть футболку Free Diddy и просто стоять в толпе. Одна женщина на видео говорит, что ей такое предлагали, но она отказалась. В других репортажах, постах звучит, что часть людей все-таки согласилась. Раз уж стою, почему бы не получить $20? Важно, что это не зафиксировано в обвинении и не привязано к Компсу или его юристам. Это именно медийный сюжет и вирусные ролики. Но он показывает, как деньги и мерч могут дорисовать иллюзию народной поддержки вокруг фигуры, находящейся под судом. Факт 2. Документ утечка. Сотни часов приватных видео на уровне доказательств. Все было гораздо мрачнее. Следствие изъяло у него и его команды около 1000 часов видео с приватных вечеринок и так называемых фрик-оффс, часть которых присяжным пришлось смотреть в зале суда. Эти ролики никогда не выкладывали в открытый доступ, по понятным причинам. Но медиа знали о самом факте существования огромного архива интимных записей, которые вдруг превратились в базу доказательств. Стало отдельной темой обсуждений и еще одним ударом по его образу. Факт 3. Канье Уэст и теория заговора. На другом полюсе инфополя в феврале 2025 года Канье Уэст твитит Free Puff и публично называет Компса героем, которого система делает примером. В своих речи и постах он говорит, что дело Diddy – часть более широкого заговора голливудских элит и высшего класса против черных знаменитостей. Не приводит никаких доказательств, но собирает вокруг этой идеи часть своей аудитории. В новостях и соцсетях это формируют как позицию Канье, которая не подтверждена фактами, но сильно размывает картинку. В медиа одновременно существует и дело Six Fucking, и нарратив — это политическая охота на своего. Факт 4. Почему имя Компса все время притягивает к убийству Тупака? В 90-е Тупак был лицом West Coast, Death Row, а Компс лицом East Coast и Bad Boy. И противостояние двух побережий разыгрывали все. Артисты, боссы лейблов, медиа. После убийства Тупака в 1996 году и ареста уличного авторитета Дуэйн Киф Ди, его старое интервью попадает в материальные дела. Там утверждают, что Диди якобы говорит о награде за убийство Тупака и Шуга Найта. И даже якобы предлагал за это $1 миллион. Эти слова, плюс рассказы других спорных источников, легли в основу десятки подкастов, документалок и YouTube-расследований, где бывшие знакомые открытым текстом говорят: «Я верю, что Шон имеет к этому отношение». При этом полиция Лас-Вегаса официально заявляет, что Компс никогда не был официальным подозреваемым, обвинений ему не предъявляли, и юридически он к делу Тупака не привязан. Поэтому в айсберге это важно отмечать как руме, а не факт. У Компса была команда мечты из адвокатов. Марка Гнифила, который защищал Кейта Раньери, Мартина Шкреля, Брайан Стил, известный по делу Янг Тага, Тенни Грагас и другие звезды федеральной защиты. Юристы и медиа оценивают, что такая частная команда с расследованиями, экспертами и многонедельными процессами могла бы обойтись ему в 10-15 миллионов долларов. Это тот случай, когда защита работает по принципу «деньги не вопрос, главное вытащить клиента». Прокуроры в финальных речах аккуратно давили на контраст. Сколько бы ни стоила его защита, это не меняет показания 34 свидетелей и того, что видно на видео. Суд работает с доказательствами, а не с прайсом адвокатов. Но то, что видела публика, плакаты Free Diddy, твиты Канье — это все только слой медиашума. Судебные процессы раскрыли детали, которые раньше прятали под НДА, деньгами и страхом. Дальше только то, что показали документы
и присяжные увидели своими глазами. После 7 недель процесса и 34 свидетелей присяжные выносят смешанный вердикт. Невиновен по пункту рэкета, невиновен по пункту заговора с целью совершения рэкета, виновен по 2 пунктам. Перевозки женщин для вовлечения в проституцию. По одному эпизоду касательно Кэсси, по одному эпизоду касательно Джейн. В октябре 2025 года судья дает Комсу 50 месяцев в федеральной тюрьме, штраф $500 тысяч и еще 5 лет после освобождения. За дети будут присматривать копы. После этого и возникает главный вопрос. Это история одного человека, который приступил все границы и наконец-то получил срок? Или это история системы, где десятки людей от охраны до звезд первой величины знали, что происходит, и 20 лет предпочитали считать это частной жизнью гения? Если собрать все, что всплыло в исках, интервью, расследованиях, картинка для индустрии выглядит так. Есть показания Кэсси и других, где они прямо описывают побои, синяки, драки, унижения и то, что после вечеринок она уходила вся в синяках. Есть описание фрик-оффс от участников и работников. Есть материалы, где индустрию описывают как место, где его поведение было открытым секретом. Люди знали, что он агрессивный, что вокруг него странные истории с женщинами, но это не мешало ему оставаться на вершине. В гражданских исках прямо фигурируют другие знаменитости. Кого-то обвиняют в совместных нападениях, кого-то в том, что он находился в той же комнате, когда происходило насилие, и продолжал работать с Комсом после. Топ-менеджеры лейблов, бренд-директора и телевизионщики годами делали с ним бизнес, несмотря на внутренние истории и репутацию опасных вечеринок. Поэтому честный вывод такой: сказать, что индустрия ничего не знала, уж нельзя. Слишком много людей в разных ролях описывают один и тот же паттерн поведения, который был открытым секретом внутри тусовки. Есть прямые описания от организаторши вечеринок. Девочки должны были быть молодыми и привлекательными. Я возила с собой весы, чтобы проверять, чтобы вес не был больше 63-64 килограммов. Без целлюлита, без коротких стрижек, только короткие платья и шпильки. Та же организаторша говорила, что возраст у девушек специально не спрашивали. Это было правило: не спрашивай, не говори. Мы вообще не уточняли их возраст. Это не прямое, они не были несовершеннолетние, но это явно красный флаг. В других гражданских делах в список ответчиков попадает его сын Джастин Диор Комс. Одну из истиц, по ее словам, сын Комса якобы заманил в Лос-Анджелес под видом помощи в карьере, после чего она оказалась в ловушке, где ее, как она утверждает, накачивали веществами и изнасиловали Комс и его окружение. В других исках его называют человеком, который участвовал в организации фрик-оффс, помогал с логистикой девушек и несовершеннолетних, и в целом был частью той самой экосистемы, которая обслуживала желания отца и получала доступ к тем ресурсам, вечеринкам и власти. Отдельная линия через все осуждения тянутся именно Джастин Бибер. Старые интервью, странные фразы Комса и кадры, где взрослый продюсер с одержимостью говорит о том, как он следит за молодым Бибером. В новом контексте выглядит намного мрачнее. При этом команда Бибера в 2024-2025 годах отдельно подчеркивает, что он не входит в число истцов и жертв в делах против Комса, и просит не подменять реальные истории пострадавших конспирологией и фан-теориями вокруг имени поп-звезды. Но для зрителя сам факт, что имя Бибера годами ходило в одном инфополе с Диди и его вечеринками, стал символом того, как опасно, когда взрослый человек с безграничной властью и доступом к молодым артистам живет в режиме «я бог» и «мне можно все». На фоне уголовного приговора продолжают всплывать гражданские дела с еще более жестокими деталями. Один из исков описывает эпизод, где жертва утверждает, что в 2000 году 13-летнюю девочку якобы изнасиловал Комс и другой знаменитый артист, который в материалах сначала проходил как Celebrity A, а после был назван по имени Jay-Z, что он категорически отрицает. В том же иске говорится о третьей знаменитости, которая, по словам истца, стояла рядом и наблюдала, пока происходило насилие.
В финальных речах прокуроры называют Комса лидером криминального предприятия, который не принимает «нет» в ответ и десятилетиями использовал людей как расходники. Защита отвечает, что перед присяжными не мафиозный босс, а жесткий нарциссичный человек с необычной сексуальной жизнью, которого хотят сделать символом для статистики. В речи судья подчеркивает, что не верит в искреннее раскаяние и перерождение Комса, и видит в его поведении долговременный паттерн злоупотреблений, ставший возможным только благодаря тому, что индустрия и окружение годами позволяли ему чувствовать себя неприкасаемым. Сам Комс часто говорит, что смирился и принимает вердикт. Его адвокаты тут же подают апелляцию, юридически это еще не финальная точка, но для культуры это уже черный маркер на его имени. 34 свидетеля прокуратуры и 0 свидетелей защиты. За 6 недель прокуратура выводит 34 свидетеля. Домашний персонал, охранников, сотрудников, бывших партнеров и жертв. Каждый добавляет свою деталь к картине. От логистики рейсов до того, что происходило за закрытыми дверями отелей. Защита не вызывает ни одного своего свидетеля и строит стратегию на том, чтобы раздергать показания перекрестными допросами и показать все как извращенную, но добровольную сексуальную жизнь взрослого мужчины. Ебать, как